трансферные цепочки. Если цель находится на достаточно отдаленных линиях жизни, то настроить на них свое излучение практически невозможно. Например, если вы собираетесь сдавать экзамен, но предмет не знаете вообще, вы не сможете настроиться на линию, где успешно его сдаете. У вас не получится визуализация вашего ответа хотя бы на один вопрос, если вы ничего не знаете. Между вашей будущей целью и теперешним положением может пролегать достаточно длинный путь, не обязательно по времени. Изменится не только ваше положение, но и способ мышления, манера действовать, даже может быть характер. Вы не можете сейчас точно настроить свои параметры, не пройдя этот путь. Если будете пытаться выполнять визуализацию процесса движения к весьма отдаленной цели, у вас возникнет искушение забегать вперед и торопить события. Это ничего не даст, вследствие чего вы получите чувство разочарования и досады, что в свою очередь восстановит против вас равновесные силы. Вы можете сколько угодно крутить в голове слайд картины отдаленного будущего, и от этого никакого вреда не будет. Но визуализация процесса движения по отрезку пути, на который вступите еще не скоро, может завести вас неизвестно куда. Представьте, что вам необходимо проплыть вниз по извилистой реке. Вы же не будете тащить лодку по берегу, чтобы сократить путь, срезая повороты реки. Если цель достигается в несколько этапов, придется последовательно пройти каждый этап, хотите вы этого или нет. Например, стать профессионалом в какой-либо области невозможно за один прием. Необходимо сначала закончить учебное заведение, потом найти работу, затем отшлифовать свое профессиональное совершенство и так далее. Такой поэтапный путь к цели в пространстве вариантов представляет собой трансферную цепочку. Каждое звено цепочки – это отдельный этап. Этапы связаны в звенья, потому что если не пройден один этап, на следующий вступить невозможно. Например, невозможно поступить в аспирантуру, не закончив университет. Отдельное звено трансферной цепочки складывается из взаимосвязанных и относительно однородных секторов пространства. Путь к цели в пространстве вариантов структурируется трансферными цепочками и течением вариантов. Пространство вариантов имеет упорядоченную структуру. Если следовать к цели беспорядочным образом, она не будет достигнута. Как не выбиваться из течения вариантов, вы уже знаете: не создавать избыточных потенциалов, не лупить руками по воде и не бороться с течением. Остается лишь следовать еще одному правилу – выполнять визуализацию процесса движения к цели только по отношению к текущему этапу. Конечный результат при этом вы можете представлять сколько угодно в виде слайда. Но процесс движения только в пределах текущего звена трансферной цепочки. Не надо торопиться, вы все успеете в свое время. Теперь можно дать окончательное определение. Визуализация в трансерфинге – это мысленное представление процесса реализации текущего звена трансферной цепочки. Под представлением понимается направление хода мыслей в нужное русло. Мыслям только нужно дать толчок, а дальше они сами пойдут, как по сценарию во сне. Нужно жить процессом реализации звена и в мыслях, и в действиях согласованно. Как видите, все просто. Нетрудно определить отдельные звенья именно вашей трансферной цепочки. Ну а если порядок движения к цели неизвестен, или вообще непонятно, каким путем и какими средствами можно достичь своей цели, ничего страшного, пусть это вас не беспокоит. Я снова повторяю, что следует делать в данном случае. Если вы пока не знаете, каким образом ваша цель может быть реализована, не волнуйтесь и продолжайте спокойно и систематически выполнять визуализацию слайда. Когда цель полностью войдет в зону вашего комфорта, внешнее намерение подбросит вам подходящий вариант. Не надо метаться, судорожно искать способы достижения цели. Слайд сам заставит вас невольно и даже бессознательно действовать в нужном направлении. Отбросьте важность, будьте спокойны и доверьтесь течению вариантов. Здесь хотелось бы добавить несколько слов о знаках. Если вы интерпретируете какой-либо знак, который, как вам кажется, может указывать на возможность достижения цели, то вам необходимо знать, что знаки относятся только к текущему звену трансферной цепочки и имеют лишь отдаленное отношение к конечной цели.
Другими словами, указатели относятся только к той дороге, по которой вы в данный момент едете. Можете интерпретировать знаки по всем вопросам, связанным с текущим звеном трансферной цепочки. Но если текущую линию вашей жизни отделяет от целевой линии несколько звеньев, то знаки не могут служить указателями для цели. Это не значит, что указателей для дальней цели вообще не существует. Просто вы не сможете их толковать с достаточной степенью надежности. Вообще интерпретация знаков, за исключением состояния душевного комфорта, является наименее надежной техникой в трансерфинге, поэтому не следует придавать знакам большое значение. Остается выяснить, какое место отводится визуализации третьей группы и надо ли вообще заниматься визуализацией цели. Ответ здесь однозначный. Безусловно, визуализацией цели заниматься совершенно необходимо в любой удобной вам форме. Цель держится в голове в виде слайда, что расширяет зону комфорта и настраивает частоту излучения мысленной энергии на целевые линии жизни. Это и есть главная и единственная функция визуализации третьей группы. Но, собственно, переход на целевые линии осуществляет все же рабочая лошадка трансерфинга – визуализация процесса движения к цели. Занимаясь визуализацией процесса, вы объединяете свое внутреннее намерение с внешним.